Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Таро расклад события ближайшего будущего. Таро на неделю с 22 по 28 июля. Давайте узнаем, что же подскажут для вашего знака зодиака карты. Будем, конечно, реалистами. Карты не расскажут о личной истории каждого из вас. Я же вас приглашаю на свой сайт прочитать гороскоп до конца 2024 года. И я оставлю ссылку в описании под видео, и она же есть во вкладке «Сообщество». Сверьте ваши планы с расписанием звезд, какие энергии для вас видят звезды наиболее предпочтительными как раз до конца года, что вам будет помогать. Мы идем вперед. И на эту неделю что важно знать? Зададим такой вопрос, и это будет первая карта. Какие энергии для вас будут важны? Чего не избежать или неожиданности, к чему быть готовому? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег и личная жизнь. Что важно? Работай, и у тебя все получится. Продолжай, ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот конкретная карта. Одна из лучших карт колоды на деньги, на работу, на учебу, на ваши творческие планы, которые вы воплощаете в жизнь именно благодаря предпринятым действиям. Есть какая-то активность, причем та активность, которая может свидетельствовать о дальнейшем, как даже если мы говорим про учебу, это вы можете переложить эти знания на какой-то свой проект, и в последующем вам это принесет деньги. Карта прогресса, безусловно, или получение финансов тоже. Давайте посмотрим. Неожиданности. Есть какая-то очень важная женщина в вашей жизни, к примеру, для мужчин. Мои дорогие девочки, это вы сами для себя важны. Это может быть как... Конечно, и для вас, допустим, мама, или для всех это может означать какая-то женщина важная, как руководитель, может быть, научного проекта. Или есть тот человек, который вам помогает. Где-то помогает и финансово, где-то помогает правильно советами, теми советами, которые жизнеутверждающие, которые идут от практики жизни, не от какой-то экзальтации. Нет, все же это реалист великий, императрица. Когда, в принципе, для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, если мы в целом берем неожиданности, это возможности, это символ нового «я». И неважно, кто меня смотрит, мужчины или женщины, девушки, по этой карте у вас сильная позиция для себя что-то доброе осуществить. Но от ваших правильных намерений, целей, просчета какой-то ситуации быть реалистом, безусловно, стоит. Императрица реалист, но она, как и прагматик великий, она еще и великий дипломат. Она умеет правильно договориться. Вот что-то доброе, хорошее в неожиданностях, как возможности к вам приходит. Чему сейчас не время? Закрываться от какой-то реальности, устраивать себе вечер вопросов и ответов, устраивать себе, или мы скажем, вечер глубокой ненужной философии на мелком месте. Не время внутренним страхом, не время каким-то сомнениям, не время копаться в прошлом. Вот все то, что не имеет значения в плане реальности. Обратите внимание, глаза завязаны у девушки. И она смотрит вглубь себя. Нет этой обстановки, которую нам художник изобразил на карте. Нет этого забора из мечей. И ей кажется, мне холодно, мне одиноко, мне страшно. Ей кажется, она связана. А на самом деле эта веревка через одно мгновение практически спустится на землю, спадет. И если открыть глаза, то совершенно другой пейзаж она увидит. Да и этот забор, который она себе, пусть из мечей нарисовала, это и не забор вовсе. То есть вам чему сейчас не время? Устраивать себе какую-то ложную картину или добавлять себе страхов по какой-то, может быть, прежней ситуации, самого себя запутывать вот этому всему не время. Что вам будет помогать? Солнце буквально, посмотрите, какие полярные карты. Медленное продвижение, просчет какой-то ситуации.
Идет принцесса Пентакли очень медленно, она внимательна к мелочам. Помогает какая-то неспешность и помогает, как ваш опыт, пучок колосьев, который держит принцесса в одной руке, и она подняла выше головы. Какой-то ваш опыт вам говорит или подсказывает обойти какие-то острые углы, где-то не переусердствовать, не найти старые грабли, например, да. И обучение вам буквально помогает, чтобы впоследствии заработать деньги. У кого-то так будет проигрываться. Когда вы более внимательны к деталям, когда намереваетесь что-то новое осуществить или к чему-то приступить, когда вы просто понимаете, что есть реальность, и мне нужно с этой реальностью правильно провзаимодействовать. Принцесса Пентакли реалист, и она никуда не торопится. Вот такие спокойно уверенные энергии. Нет места каким-то сомнениям. Что скрыто? Карта жадины. Отчасти карта вам советует. Оставляй какую-то сумму, как неприкосновенный запас. У тебя должны быть всегда деньги. Будь где-то жадиной. Но не совсем уже прямо там, когда мы ставим меркантильные вопросы на первое место. Но сохранять прежние ваши позиции какие-то, да, по части благополучия, по части финансов определенно стоит. Не рисковать собой, все же у вас выпадает карта императрицы, оттолкнуться от собственного опыта. Сохраняй связи, контакты, для кого-то это тоже будет активно проигрываться. И вообще, вот если вам помогает и все то, что мы сказали по принцессе Пентаклей, то в позиции, что скрыто, никто ничего не скрывает. Но для вас сейчас важно быть реалистом в квадрате. Дела, работа, бизнес. Ух ты. Быть реалистом в квадрате. Маг, он реалист. И именно это ему помогает осуществить безэмоционально свое намерение. У него нет эмоций. Он не добавляет к своим делам, намерениям и целям эмоциональное окрашивание. И поэтому ему все удается. Если мы добавим это окрашивание, то нам окрасят вот в такие тона. Мы уже об этом проговорили. Для вас нет ничего невозможного. Пусть это будет как совершить важную договоренность или важный какой-то разговор. У кого-то это может вообще разные какие-то намерения, цели. У кого-то пойти учиться и обрести новую профессию. У кого-то, может быть, и переехать. Все же карта императрица. Поменять место жительства. У кого-то из вас осуществить какой-то квантовый скачок. И опять же, нет ничего невозможного. Главное – быть реалистом от начала до конца. Вам единственное, что может помешать – ваши эмоции. И быть лояльным к миру. Дипломатия. Через дипломатию, через какой-то рационализм, но не холодный, когда мы говорим цена. Для мага всегда важны ценности, духовность, безусловно. И у него получается решать материальные вопросы, потому что у него или им руководят какие-то ценности, духовность. И тогда все, что вы хотите, может быть осуществимо. Вот такой тонкий нюанс. Подумайте, какие вы планы строите перед собой. Куда они? В каком направлении они ложатся? В сторону цены или ценности? Для вас это будет иметь огромное значение. Финансы. По тройке жезлов по финансам у вас будет просто надежная позиция. Это карта якоря. И когда мы продумываем, как, допустим, какую-то сумму мы будем тратить в последующем. Или те суммы, которые к нам будут приходить, будет ли их достаточно на последующий период времени. Когда мы рассчитываем сегодняшний день и где-то пытаемся продумать день завтрашний, нам опять о реализме. Это карта уверенности и о том, что какой-то предыдущий жизненный этап у вас закончился. Вы не можете руководствоваться вот тем, как вы делали или жили, относились, может быть, к деньгам прежде. Здесь какая-то новая реальность для вас формируется, и вам от этого придется что-то планировать и по финансам, или научиться как-то распределять финансы несколько иначе. Но деньги будут, безусловно, на этой неделе. Личная жизнь. Ну вот тут кто в лес, кто по дрова. Семерка жезлов – это всегда
призывает нас карта сохранять где-то собственное спокойствие. Когда нечего хранить, говорят, храни собственное спокойствие. Много людей будет вокруг вас, может быть много информации. Если мы про людское мнение, то оно может быть самое разное. 7 как минимум точек зрения, а вам нужно сохранять свое собственное. По этой карте мы не торопимся откликаться на те предложения или советы постороннего, которые к нам приходят. Мы немножко на своей волне. И нам здесь карта показывает, ты выше всех. Наш герой вооружился жезлом. На всякий случай, да, вот те 6, они пытаются его достать. А посмотрите, у нас, я надеюсь, это видно, арка высокая, изображена еще на вершине горы какой-то. И тем не менее пытаются достать нашего героя. Вот и вас кто-то может пытаться достать. Но вам нужно быть верному самому себе. Что-то у вас, мои дорогие рыбы и рыбки, будет очень важно для вас. И как и не будет важно не добавить себе сомнений, так и не устроить себе какой-то режим многозадачности, когда вы всем что-то пообещаете, и после вас будут дергать в разные стороны. Вот 8 Пентаклей говорит, работай, у тебя все получится, продолжай что-то свое, и ты победишь. И если ты устроишь себе какую-то многозадачность, тебя не хватит попросту сил. Поэтому храните ваш внутренний гомеостаз, ваш внутренний баланс, равновесие. Это совершенно необходимо. Иначе не получится, что вы планируете, как по карте алхимик. Он живет по своим приоритетам, и он понимает, что есть для него какой-то высший смысл, как его миссия. И он должен ее исполнить. Вот что-то подобное у вас как возможности появляются на этой неделе, которые действительно, мои дорогие рыбы и рыбки, нужно использовать для себя. Я бы сказала, вот когда выпадают такие карты, есть романс Всеволода Соловьева «Великий Розенкрейцер». И там нам описывают Захарий Фовинов, как раз великий Розенкрейцер. И я бы сказала, это описание как раз очень совпадает с энергетикой карты мага в картах Таро. Вот кому интересно, прочитайте. Потому что у вас выпадают 2 старших аркана, когда у вас будут появляться какие-то новые возможности. И этот период у вас как минимум будет длиться до 15 ноября. Поэтому я предлагаю прочитать этот роман, чтобы примерить на себя вот эту энергетику. Или как правильно взаимодействовать с реальностью. Здесь не упустить какие-то возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.